Друзья, приветствую вас! Поступает масса вопросов по поводу акций нефтегазового сектора. Давайте рассмотрим те акции, которые давно не смотрели и которые, с моей точки зрения, актуальны. Очевидно, что они зависят от цен на нефть. Сейчас идет пока на текущий момент рост цен, и это как следствие тянет за собой всю российскую нефтянку как локомотив. Так, ну вот если мы берем Лукойл недельный таймфрейм, у нас здесь цель движения находится на 5500-5550, вот этот диапазон. Соответственно, этот диапазон, если он пробивается и начинается торговля над ним, то отсюда возникает импульс движения с целью потестировать и пробить вот это максимальное значение. В том случае, если мы в ближайшее время получаем по нефти пробой 50 и уход на 54, возможно 56, действительно вполне мы можем получить и здесь пробой 5550 и движение ну хотя бы на 6400, а может быть 6800. Если такового не происходит, то мы сейчас находимся в новом диапазоне по Лукойлу 5100-5550. И соответственно пока он торгуется здесь, не выходит за нижние границы, не пробивает на объеме, то отсюда высока вероятность того, что разовьется следующее движение, цель которого будет переписать вот этот хай. Так, ну вот дневной таймфрейм. Здесь у нас наметилась разворотная формация. Но, что здесь примечательно? Вполне может быть так, что цены на нефть откатятся. Пока не будет пробития 4750, вот этого значения, все вот эти откаты наиболее вероятно будут выкупать. И отсюда будет развиваться дальнейшее движение. Цель этого движения пробить 5500 и сходить попробовать потестить хай исторический 6800. Если все-таки откат пробивает 4750, то мы увидим снижение, и цель этого снижения будет переписать вот этот локальный лой 3960, который мы совсем недавно с вами наблюдали. Далее 4-часовой таймфрейм, но здесь у нас произошел разворот, вопрос только в том, будет ли он подтвержден или не будет. На текущий момент, в том случае, если не происходит пробитие 5200 вот этого уровня, то весь этот разворот без дальнейшего корректирующего отката будет выкупаться и пойдет движение наверх с целью пробить 5400. Обращаю внимание, цели и поддержки немножко отличаются. Здесь это где-то в районе 5200 5250, соответственно, если мы берем дневной таймфрейм, там будет 5100. Все зависит от того, на какой срок ориентироваться. Если ориентироваться на диапазон несколько дней, то лучше тогда в качестве стопа рассматривать 5200-5250. Сейчас есть немаловажный фактор, который связан с тем, что будут заявлять и регистрировать вакцины. Вот на фоне этих новостей нефти наиболее вероятно сейчас упасть не дадут. И, соответственно, ее, наверное, с учетом того, что мы закрепились выше 45,5, и окончание этой траектории движения по нефти Brent находится в диапазоне 54, может быть 56,5, вот, то вполне вероятно, что отсюда разовьется рост и по нефтяным компаниям. Но в чем здесь есть нюанс? Вот пробитие по 4-часовику 5250 и по дневке 5100 будет указывать на то, что рост скорее всего не получит развития и пойдет корректирующий откат, первая цель которого будет возврат на 4850, давнишний уровень Лукойла, и в случае пробития 4700 он пойдет до минимумов. Что касается движения внутри одного дня, внутри 2-3 дней, наиболее вероятно, что вот сейчас вот эта формация, она является разворотной и последует отсюда движение наверх, цель которого будет сходить на 5390-5400, вот сюда вот. В каком случае это не сработает идея? Ну, тут надо четко понимать, что эта ситуация, она зависит от нефти. Вот эта формация, она не сработает в том случае, если отсюда пойдет откат, и этот откат пробивает 5200-5220. То есть, если такое происходит, то по часовому таймфрейму наиболее вероятно будет движение, цель которого сходить вот сюда на 5100. То есть, потестить вот это сопротивление, которое видно на дневном таймфрейме.
Исходя из этой модели, которая здесь нарисовалась, высока вероятность того, что если не будет пробоя вот этого диапазона, то мы получим возвратный рост и движение с целью потестить и пробить 5400. Так, друзья, далее Татнефть обычка, дневной таймфрейм. Смотрите, здесь вот мы до конца вот этот уровень не добили, который 5500, 5550, 560, прошу прощения. Так, что здесь можно сказать? Сегодня вот идет попытка разворота, вполне может произойти корректирующий откат. Ну, как бы по нефти можем на 45 спуститься вообще в легкую. С учетом текущей ситуации более сильной корректировки пока на ум не приходит. Вот, соответственно, тут может вполне быть коррекционный откат. И цель этого отката будет вот сюда вот 500-515. В том случае, если не происходит пробитие 495, то, соответственно, вот все эти откаты, они приведут к донабору позиций и дальнейшему росту. Как минимум отработка цели, которая 550-560. А в идеале движение на 610-615, вот сюда вот. Но это движение, оно пойдет по факту закрепления вот в этом диапазоне. Так, ну давайте 4-часовик еще посмотрим. Здесь что интересно. Вот вроде бы произошел разворот, но этот разворот сейчас пытаются сломать. Вот. Судя по тому, как здесь развивается движение, наиболее вероятно, что будет слом и продолжение роста, чтобы отработать 550-560. Ну и соответственно этот разворот действительно будет скорее всего подтвержден и пойдет снижение в случае отката и пробоя 515-505 вот этого диапазона. По 4-часовику немножко цели отличаются от дневки и от недельки. Вообще, как бы с учетом всей этой ситуации, наверное, все-таки действительно будут задирать и нефть, и нефтянку. Так, друзья, далее Башнефть, привилегированные акции, недельный таймфрейм. Здесь у нас, собственно говоря, получается разворотная формация, и в идеале у этой разворотной формации цель движения находится вот здесь вот 1800-1700, но я думаю, вот это движение, оно непонятно когда будет. То есть для того, чтобы произошло это движение, надо, чтобы нефть хотя бы восстановилась до 60 долларов за баррель. Поэтому по поводу вот этого движения неизвестно, когда будет, но вот движение, цель которого будет 1500, ну даже так, 1450-1500, вот сюда, в этот диапазон. Если нефть сейчас идет как раз на 54-56, то мы вот это движение весьма вероятно увидим. Какой здесь есть момент? Смотрите, вот следующий год, даже если по нефти будет восстановление, действительно мы закрепляемся выше уровня 37-43, надо четко понимать, что 2020 год для нефтяных компаний прошел крайне неудачно. И поэтому здесь ожидания, связанные с дивидендами, они будут крайне слабые. Вот, поскольку Башнефть, привилегированные акции, это прежде всего дивиденды, то высока вероятность того, что эту компанию, ее акции, ну, наверное, где-то в этом диапазоне и будут длительное время мариновать. В том случае, если будут какие-то громкие заявления по поводу дивидендов или вдруг внезапно возникнет какой-то крупный игрок, который начнет ее скупать, а такие игроки есть, то мы увидим сразу задерка движения на 1850. Пока оснований для такого движения я не вижу. Вот движение сюда, оно вполне вероятно, с учетом текущей нефтяной конъюнктуры. Ну и само собой, если у нас здесь возникает коррекционный откат и пробитие 1100, то мы пойдем тестировать уже 1000-940 диапазон. Если рассматривать акции этой компании, я бы не стал их покупать по той простой причине, что акции, они тяжелые, ну в том плане, что они связаны с дивидендными выплатами, да, там задействованы определенные государственные структуры в получении дивидендов. Но с моей точки зрения, другая нефтянка, другие нефтяные компании и газовые, они все-таки представляют в большей степени интерес. Здесь надо четко понимать, что то, что связано с дивидендами в нефтегазовой сфере, скорее всего, в ближайший год, 2, а может быть и 3, оно будет не очень актуально, по моему мнению.
Так, далее дневной таймфрейм. Что здесь примечательно? Но у нас, по сути, здесь развивается движение, и в ближайшее время весьма вероятно отработка уровня 1280. Движение вот сюда вот. По факту его пробития отсюда вполне вероятно будет достаточно быстрое движение, цель которого будет 1350-1375. Вот сюда вот этот диапазон. В каком случае этого не произойдет? Этого не произойдет, если отсюда у нас возникает коррекционный откат и пробитие 1220. Вот 1220, ну даже 1215, вот этот диапазон, он здесь играет ключевую роль, и в случае пробития развивается коррекционный откат, цель которого будет пощупать вот эти минимальные значения локальные. Так, друзья, далее Роснефть. Но смотрите, здесь все ключевые цели были успешно отработаны. Вопрос о закреплении выше 455-460. Если такое закрепление устойчиво возникает, то в ближайшее время отсюда мы идем переписывать вот эти вот хаи 523. Если отсюда возникает провал и начинается проторговка, которая будет ниже 450, то отсюда наиболее вероятно пойдет коррекционный откат, цель которого движение для начала вот сюда в диапазон 427-445. Так, далее недельный таймфрейм. Но здесь вот, собственно говоря, и будет развиваться ключевые события. Закрепится, не закрепится в этом диапазоне. Если не закрепится, то все, как бы рост закончился и пойдет поэтапный возврат вниз. Первая цель сюда, потом просадка на 380. Так, ну вот судя по дневному графику, дневной таймфрейм, то действительно как бы у нас высока вероятность того, что мы отсюда можем улететь вот сюда, вот в этот диапазон между двумя красными линиями. Это произойдет в том случае, если будет пробитие 450 на объеме. Если такового пробития не будет, то вот эта вся конструкция, она превращается в набор топлива, и мы увидим дальнейший рост с целью переписывания ранее достигнутых высот. Какой здесь есть момент? Вот у Башнефти пока у привилегированных акций потенциал не раскрылся. У Роснефти по большей части цели достигнуты. Вот, и поэтому здесь действительно высока вероятность того, что разовьется коррекционный откат как минимум вот сюда. Вот. Ну и в случае пробоя ключевого уровня, который 424-413, вот здесь мы увидим по Роснефти возврат в район 380. Вот. Если, скажем так, очень четко прослеживается запал в Лукойле и Татнефти, в Башнефти, скорее всего, процесс будет протекать достаточно вяленько, ну как в район 1400-1450 ее, наверное, в ближайшее время затянут. То вот по Роснефти, честно скажу, большие вопросы. То есть в том случае, если она пробивает 475-480 на объеме, да, ее, наверное, потащут наверх. Но пока здесь более такой пессимистичный взгляд, исходя из дневного таймфрейма, который указывает на то, что здесь наиболее вероятно произойдет коррекционный откат, как минимум между двумя вот этими красными линиями. Далее 4-часовой таймфрейм. Но вот 4-часовой таймфрейм указывает на то, что действительно вот это вот корректирующее движение, оно может сломаться и пойти дальнейший рост. И здесь, собственно говоря, рисуется формация, которая указывает на то, что если в ближайшее время мы перебиваем 475-480 на объеме, то действительно никакого снижения и отката в эту область не будет, а пойдет дальнейший рост. Но здесь есть определенный вопрос в части того, какие сделки, как они происходят, объемов и видов сделок. И поэтому, вот, скажем так, если нефть не подводит, наверное, как бы по Лукойлу, по Татнефти у нас движение, по крайней мере, до боя верхних значений с очень высокой степенью вероятности произойдет. Вот, на Роснефть, на рост Роснефти я бы сейчас ставку бы не делал, я бы воздержался от нее. Так, друзья, ну вот все, основные нефтяные компании. Спасибо за внимание.